Дальше. Лечение себя и людей при помощи метода теста. Если замешивать и много воды, то тесто жидкое, и появляется ощущение, что много в теле слизи. Поэтому можно добавить в тесто муку. Итак, представляем, будто я тесто, или представляете себя тестом, представляете человека тестом. Вот смотрите, у человека есть, допустим, заболевание сердца, в нем много муки, в нем много жидкости. Или у человека асцит, как с этим сражаться? Или у человека ноги больные. Представляем, будто человек состоит целиком из теста или из глины, но лучше из теста. Теперь представляем, будто мы из этого человека извлекаем его сердце в виде большого куска. Там жидкость влажного сердца, либо весь кишечник и живот, как бы не разрезая, достаем, отделяем от его тела и представляем, что это жидкое тесто. Мысленно представляем, будто мы добавляем в это тесто муку, добавляем муку и закатываем и начинаем его месить так, чтобы оно стало твердым. И это твердое тесто затрамбовываем в живот, заспаклевываем, сверху глиной вот так вот затираем. То же самое делаем с сердцем, допустим, взяли сердце, добавили муки, вот так вот вымешали его и после этого обратно вставили, ну и так далее. Там почечная недостаточность. Андрей Андреевич, почему у человека появляется почечная недостаточность? Открываем таблицу, там написано, почки это элемент воды. Помните, если это почечная недостаточность, то тогда что происходит в месте, где находятся почки? Итак, вы должны мне ответить, то есть почки замерзают. Тогда какой метод надо использовать? Если почки замерзли и не работают, то их нужно отогреть. То есть нужно применять метод запускания. То есть необходимо положить руки на животик или представить, будто вы положили руки на животик, запустили элемент доброты. После этого представляете, будто там вода, в которой находится два кипятильных агрегата, там два кипятильника, и на вдохе тха, на выдохе тха, или нам на выдохе тха произносим, или произносим коды специально для почек, я сегодня постараюсь их успеть дать вам, и таким образом запускаем почки. Если это делать, то нужно делать так. Почки запускаются очень долго, то есть работа с почками это работа не менее 6 часов. То есть в общей сложности для того, чтобы отработать с человеком, у которого должны быть или должны запуститься почки, вы должны взять фамилию этого человека, написать его у себя на бумажке и после этого знать, что... Нет, я вам сейчас скажу. Смотрите, работа с сердцем это работа где-то 2 часа, работа с легкими, работа с желудком 3 часа, работа с почками 4 часа, работа с печенью 5 часов, работа с иммунитетом 6 часов и работа с сознанием или психическими заболеваниями 7 часов. То есть если вы пытаетесь работать с человеком каким-либо, то вы для того, чтобы полностью получить прям невероятный эффект, вы должны засечь время работы с этим человеком конкретно. Допустим, вы работаете с этим человеком сегодня, поставили, допустим, засекли время, после чего поставили секундомер и начинаете работать с его почками или приложили и начинаете работать. И смотрите сколько. После чего, допустим, отработали 40 минут. Говорите человеку, вам необходимо ко мне приехать еще, ну хотя бы десяток раз. Ну хотя бы десяток раз. Получается 6 раз 6 у 4 24 делить на 6 это 3 часа. Но 2, 3, 4 получается не 6, а 8 раз вы должны ко мне приехать. Вы должны ко мне приехать 8 раз. И за 8 раз, по идее, я могу постараться запустить ваши почки. Во всяком случае, лучше будет. Второй вариант. Смотрите. У человека, допустим, гепатит. Что такое гепатит? Гепатит это из-за того, что печень является элементом дерева.
печень является элементом древесины, то что происходит при гепатите? При гепатите древесина в середине становится трухлявой. Что вам необходимо делать? Вы должны представлять, будто вы заливаете эту древесину эпоксидкой, каким-нибудь клеем, со всех сторон шлифуете, полируете. Саму печень можно представлять в виде прямо настоящего бруска какого-нибудь там красного дерева, зеленого, полированного. Ваша задача со всех сторон его отшлифовать, этот брусочек, сделать красивым, посмотреть, если где-то дырочки позаливать. Если там есть ощущение, будто это мягкое, трухлявое, то максимально сделать так, чтобы оно было твердое. Включите творчество. Творчество может помочь. Если, допустим, совсем трухлявое, это говорит о том, что печень полностью поражена, там цирроз, и уже ей спасения нет. Делаем выпиливание, представляем, будто мы эту печень выпиливаем из большого куска дерева, достаем, выбрасываем в алтарь, после чего представляем, будто туда вкладываем новый кусок и движениями рук вверх-вниз представляем, будто это дерево оживилось, мы его склеиваем и так далее. Ну вот где-то так это можно все использовать. Все это механизмы, они все работают, все в порядке. Далее. Если